Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам на тестирование попал топовый трифоник от компании Edifier, модель S730, если повезет, с индексом D, то есть декодером. Это самый большой трифоник. Зачем делают такие огромные колонки, я не знаю, но тащить его на себе было очень тяжело двум взрослым людям. Одним из них являлся я, и это является причиной моего такого возбужденного состояния. Однако посмотрим, что находится внутри упаковки этого замечательного акустического устройства. Коробка уже была вскрыта, скрывать не стану, это не запечатанная, как обычно ко мне попадают упаковки. Но так случилось. Я не думаю, что это принципиально важно для вас, чтобы получить представление об этой акустической системе. Вот такая вот упаковка. Толстенный поролон. Не поролон. Какой-то материал такой, знаете, плотный очень. Чтобы видно было лучше. Одна в другой коробке. Так, это транспортная внешняя упаковка, а следующая внутренняя, собственная упаковка. Ну, буферы буду потом доставать, мне страшно. А вот эта коробочка содержит, очевидно, какие-то очевидно, кабели. Ну, давайте рассмотрим кабели, не жалко. Ага, это так просто укутали, потому что ее уже вскрывали до меня. Итак, кабель RCA, то есть, видимо, для коаксиального входа. Кабели 2 RCA на мини-джек 3,5 мм. 2 RCA с двух сторон. Пульт дистанционного управления, мы его рассмотрим на столе. Что-то видно. Пульт дистанционного управления беспроводной, так называемая лентяйка, с целой кучей функций. Я обычно не рассматриваю функции пультов дистанционных управлений, да и вообще органов управления, потому что это юзерские, такие пользовательские вещи, которые хорошо описаны в мануале, в многих обзорах популярных. И не хотелось бы повторяться и тупить на этом. Еще раз напомню только, что кто спрашивал, зачем сдвоенные кнопки, в частности на регуляторе громкости, для того, чтобы продлить их ресурс. То есть многократное нажимание каждой из этих кнопочек выводит ее рано или поздно из строя. А если их две, в плюс, например, и в минус 2, то у вас будет больше лет возможности пользоваться этим пультом. Но, между прочим, насколько я знаю, компания Edifier и ее региональные представители имеют запас подобных пультов. Вы можете их всегда купить у них, обратившись к первым рукам, так сказать, поставившим этот предмет в страну. Кабели для подключения сателлитов, они нам понадобятся. Кредл для установки пульта дистанционного управления тоже понадобится. И провода понадобятся, кабель сетевой отключаемый тоже понадобится. Мануалы, гарантийные талоны не понадобятся. Так, теперь сателлиты. Да. Вон как. С глянцевой поверхностью. Рояльный лак. Невероятно красивая. Колоночки сателлитов Edifier S730. Да. Тоже заберу их отсюда. И, собственно, сабвуфер. Давайте-ка я его достану, а потом вернемся к записи. Я разложил комплект, готовый для сборки этого трифоника у себя на столе, но для начала предлагаю ознакомиться с тех данными, которые предлагает производитель у себя на сайте.
Итак, Edifier S730 имеет 300 Вт выходной мощности. Вот картинки этого трифоника в сборе. Вот картинка его сзади, но это мы еще рассмотрим. Вот картинка в интерьере, как они предполагают, он должен использоваться. Здесь виден пультик проводной, 2 сателлита и сабвуфер в отдалении. Тут написано, что динамик сабвуфера имеет 10 дюймов размер, что эта акустическая система устанавливает стандарты громкого звука в интерьерах. Вот динамики, которые используются в этой акустической системе. Басовый динамик, среднечастотный, высокочастотный. Пульты дистанционного управления, которые мы видели, маленькие уже, беспроводной пульт и проводной пульт с экраном для индикации параметров регулируемых. Аналоговые цифровые входы имеются в этой модели. И, собственно, параметры. Параметры следующие. На сателлиты эта акустическая система обеспечивает 75 Вт на каждый канал и 150 Вт на сабвуфер. Соотношение сигнал-шум более 85 дБ взвешенным фильтром по кривой А. Расчетный диапазон частот от сателлита от 160 Гц до 20 кГц, а сабвуфер от 20 Гц до 130 Гц. Искажение при этом менее 0,5%. Чувствительность по входам 650 мВ, а у сабвуфера 250 мВ. Входное сопротивление 10 кОм. Динамик сабвуфера 10 дюймов, магнитоэкранированный 8 Ом. Среднечастотный динамик 3,5 дюйма, магнитоэкранированный 4 Ома. Запомним эту цифру, это важно. И динамик твиттер для сателлита 25 мм, то есть 1 дюйм, шелковый купольный твиттер, магнитоэкранированный 6 Ом. Сателлиты имеют размеры 116 мм на 203 на 160, а сабвуфер 367 мм, 397 и 489 мм, очевидно, в глубину. Вес этой акустической системы 28 кг, друзья мои. Я думаю, что как минимум в 2 раза больше. Я его как принес сюда, так вам скажу, что эта цифра явно занижена. Но акустика должна быть тяжелой. Вот в этом, в общем-то, ее фишка. Чем тяжелее, громоздче, больше акустическая система, тем легче ей даются низкие ноты, низкочастотные звуки, и тем меньше паразитных вибраций ее корпуса имеют. Прежде чем собирать и подключать эту акустическую систему, у меня есть предложение. А давайте ее разберем, посмотрим, что у нее внутри, почему она, так сказать, воспроизводит вообще. Ну вот, каких-то 12 тысяч ведер, золотой ключик у нас в кармане. Откроем заднюю стенку. И посмотрим ага, уже что-то отвалилось у нас. Это вылетел разъем от трансформатора питания. Любопытно, не правда ли? Сейчас я приближу картинку и вернемся к записи. Итак, что мы видим в середине этой колонки, этого сабвуфера, дорогие друзья? Мы видим прежде всего большой трансформатор питания тороидальный, который крепко-накрепко прикручен к полу этого сабвуфера. Он большой, его размер примерно 13 сантиметров. Вес тоже будет здоров, скорее всего. Вот это по бокам вы видите 2 пассивных диффузора. Между ними находится подушка из поролона. За ней вы видите огромный басовый динамик, который действительно может принять 150 Вт, который ему поручает усилитель, который находится на плате, которая смонтирована на
задней металлической панели этого сабвуфера. Вы видите, здесь основная плата, содержащая усилители, корректирующие каскады, с фильтрами, вон даже дросселечками. Все разъемы тщательно заделаны, чтобы, не дай бог, не появилась паразитная экскурсия воздуха здесь. Проще говоря, чтобы не сифонило. Платка входов и платка декодера. Цифрового декодера, то есть ЦАП, другими словами, цифра аналогового преобразователя. Плата очень высокого качества. Как для мультимедиа акустики, я бы сказал, очень хорошего качества. Все заделано, все закреплено, ничего не будет дребезжать в процессе работы. Все цепи тщательно, имеют фильтры, тщательно фильтрованы, чтобы не было взаимных проникновений сигналов, паразитных наводок они не принимали. Везде, где надо, шинки проложены по большим сигнальным цепям. Кое-что на разъемчиках, вот динамики, например, подключены на разъемчиках, кое-что паяется. Все по уму сделано. Я, пожалуй, закрою в обратном порядке этот сабвуфер, не буду его больше терзать. Вот мы собрали обратно наш сабвуфер, теперь я буду его подключать и попутно рассказывать вам об его конструкции. На задней панели сабвуфера вы видите огромный, реально огромный радиатор металлический, он глубиной сантиметров 6, наверное. И вес, соответственно, у него огромный, он добавляет только к сабвуферу. На задней панели коммутации расположены клеммы для подключения входных цепей, коаксиальная, оптически цифровая часть, аналоговая часть, две пары RCA контактов, разъемчиков тюльпан, разъем 9-штырьковый для подключения проводного пульта дистанционного управления. Без него система не работает. И вот такие вот разъемы для подключения колонок сателлитов, кнопка включения питания, разъем для подключения сетевого кабеля и разъем предохранителя. Начнем с подключения колонок. Напомню нашим слушателям, смотрителям, что кабель должен подключаться синфазно, нужно соблюдать синфазное подключение колонок. Допустим, красноватый конец провод подключим к красным клеммам, а беловатый к черным. Пойдем от обратного, так сказать. Второй конец этого кабеля следует подключить таким же образом к колонке сателлита. Красноватый к красной клемме, беловатый к черным. Также мы подключим вторую колонку. Колонка сателлита имеет, кроме разъема подключения сигнального кабеля акустического, имеет еще и разъем устройства для крепления на стену. Далее возьмем, подключим пульт проводной пульт дистанционного управления. 9-штырьковый, его несложно спозиционировать правильно и фиксируется винтовыми соединителями. Для надежного контакта. Он пакуется в такую мягкую упаковку и можно вставить в кредл. Также включен К. Сетевой кабель. Соответственно, сетевой разъем. И потом включим в розетку. Подключим тогда и второй кабель. Логично предположив, что также красноватый кабелечек мы включим в красный клеммник, а беловатый в черный. Раз уж так повелось. И вторую колонку сателлита включим обязательно аналогично первому. В противном случае колонки будут работать в противофазе. Впрочем, я вам, пожалуй, покажу это несколько позже, что будет, кому будет хуже от этого и так далее. Вот так. Для полноты картины следует подать сигнал.
Я беру сигнал со звуковой карты EMU и подаю на вход, предположим, PC. Все, сабвуфер готов, снаряжен к работе. Для начала включим это чудо техники. Подав питание на сабвуфер, нажав там кнопочный выключатель, загорается дежурная лампочка на пульте дистанционного управления. Если ее нажать, появляется такая вот заставка, на которой показан уровень текущей громкости и расположение колонок, видимо, их регуляторы можно вызывать. Включим для начала на секундочку эту систему, чтобы получить представление о том, какой характер ее звучания. Очень мягкий звук, вкрадчивый, я бы сказал. Ну, эта композиция такая клубная музыка. Но тем не менее многие наши пользователи ее слушают. Попробую порегулировать тембры на сабвуфере. Я бы хотел, чтобы там были нулевые установки, то есть чтобы не было поднято или завалено ничего. Вау, тут поднято здорово. Как-то так. Ну вот. Совсем другое дело. Что касается громкости. Громкость у меня на компьютере сейчас, возможно, вы видите, в каком уровне, то есть в низком довольно. Дальше не рискую, если честно, потому что соседей у меня нет, но придут люди. Громкость очень большая, звук очень гармоничный. Передача довольно точная, как она может быть у клубной музыки, служащей быть обвораживающим, обволакивающим, таким. Звучит очень интересно. Конечно, этот трифоник очень высокого класса. Реальный панч вугель. Да, говорят, здесь есть режим турбо. Ну, наверное, есть, я могу попробовать, в принципе, но на мой взгляд и без него все очень хорошо. Буст. Это он, ну не знаю. Короче говоря, я вполне готов выгнать любой уровень громкости, который держит мое помещение с помощью обычных штатных средств. Ладно, пускай музычка тихонечко играет. Let's music, так сказать, потихоньку play. А мы пока рассмотрим конструктивные особенности этого трифоника. Для начала немножко картинок. Я их увеличу потом. Вы будете видеть рядом с оригинальной красивой большой картинку. Это общие виды. Это Twitter 25 мм, простите. 25 мм шелковый купольный Twitter. 3,5 дюйма среднечастотный динамик. Это кроссовер. Это, друзья мои, кроссовер. В этом маленьком сателлите стоит вот такой вот напакованный кроссовер. Второго порядка на низкочастотный динамик, третьего порядка на высокочастотный динамик. А нужно это для того, чтобы он мог принять мощность 75 Вт. Это очень большая мощность. И это реально достижимая мощность на этой системе, я покажу позже. Кстати, к вопросу о схемах кроссовера, оказывается, здесь третьего порядка и на низкие частоты, и на высокие частоты идет фильтр. Вот так вот оказывается. Это сам сабвуфер с пассивными радиаторами. Это динамик сабвуфера с магнитным экранированием. Это вид изнутри. Мы видели, это огромный радиатор снаружи. Это тороидальный трансформатор. Пульт дистанционного управления. Пульт беспроводной дистанционного управления. Это ЦАП.
А вот это схема измерения выходной мощности. Здесь написано, что тестер, подключенный к сателлиту, показал на синусоидальном сигнале, это показывает на осциллографе форму сигнала, тут можно разобрать, что это синусоида, 17,5 вольт. Если умножить 17,5 на 17,5, разделить на 4, это сопротивление на динамика, то получится это около 80 ватт нагрузки. А синус это вам, друзья мои, не музыкальная мощность, это жесткий тест. Так вот, этот трифоник держит такие нагрузки. Это микросхема Texas Instrument или Semiconductor, National Semiconductor, которая используется в этой системе. Это плата. Это фотография пассивного радиатора фрагмента. Он имеет волнообразный подвес и поле, собственно, звукоизлучающее. Вот это он с другой стороны. Он не имеет магнита. Это практически тот же динамик, но без магнита и с иной формы отражающей, излучающей поверхности. Это показаны цифровые и аналоговые входы. Это показана система в интерьере с двумя сабвуферами. Какой-то гражданин купил два комплекта и вот таким образом закрыл, наверное, вопрос баса в своем кондоминиуме, в своем доме. Это АЧХ этой системы с импедансами. По импедансу сабвуфера можно судить, что он настроен на 50 Гц. И, 20 не знаю, там с каким-то затуханием, но 30 Гц вот вполне вписывается в рабочий диапазон частот этой удивительной системы. Это сабвуфер. Это трансформаторы. Вот. Немножко пару слов о кроссовере, который на сателлиты идет. Вот его схема. Я его перевел в микрокап для того, чтобы посмотреть, что получится. Обратите внимание на точки AUT1, AUT2, AUT3. Вот кривульки, собственно, говорят о том, что это кроссовер высокого порядка, друзья мои. То есть на сателлиты сигнал режется очень круто. Это зеленая кривая. То есть на сателлит попадает сигнал, например, это 100-200, 200 Гц, а 100 Гц уже значительным ослаблением попадает на него. И это позволяет, это к вопросу о кроссоверах, и только такой кроссовер позволяет системе принимать такую большую мощность. Пару слов о принципиальной схеме, на которой построена эта акустическая система. Оконечный усилитель выполнен на микросхемах TDA-7294. На сабвуфер выделено два канала такой микросхемы, она включена по мостовой схеме. Фильтры активные на сабвуфер, вот 4 секции операционных усилителей, по 3 секции на сателлиты, как мы уже отдельно видели, там 6-го порядка фильтр получается на них. Фильтр высоких частот в смысле. Аудиоконтроллер используется TDA-7313. Все питания стабилизированы, многие питания стабилизированы. Декодер используется CS8415A с какими-то операционниками. Проводное пульсационного управления с экраном особенностей не имеет. Что касается измерений, не буду вас утомлять измерениями, вот они уже были сделаны мною до этого. Синяя кривая — это кривая импеданса сабвуфера с пассивными радиаторами. Это кривая импеданса сателлита. Это кривая АЧХ пассивного радиатора. Пару слов о сабвуфере. Пассивные радиаторы. Зачем они нужны? Что это такое? У сабвуфера есть динамик, я уже показывал это в ролике о модели 760. Активный динамик, на который подается сигнал усилителя, и два пассивных диффузора, которые увеличивают излучающую поверхность. Кроме того, это резонатор. Они настроены на определенную частоту, которая зависит от гибкости подвижной системы этого пассивного диффузора, насколько гибко он
она сделана, и от его веса. Чем больше вес, тем ниже частота настройки, чем гибче система, чем она плавнее, нежнее, плавнее, мягче, чем она мягче, тем тоже ниже частота. Так можно довести частоту резонанса резонатора до очень низких величин, но при этом у нее снизится отдача. И вот на компромиссе этих трех или более числа величин и варьируется расчет и конструирование акустических резонаторов. Покажу немного бас-гитары, которая играет в широком диапазоне частот, как для сабвуфера на этой системе. Подключил его на всякий случай по оптике для полноты восприятия. Сабвуфер хорошо отыгрывает ноты, именно партию бас-гитары. Она вся там, весь диапазон бас-гитары. Кроме щипков уместился в сабвуфере. Но щипки прекрасно идут на сателлитах. Вот в чем, собственно, смысл этих сабвуферов с пассивным радиатором. Довольно много пользователей интересуются конструированием акустической аппаратуры или хотят понять, как работает этот сабвуфер, почему он, имеет ли он какие-то преимущества над сабвуферами с фазоинвертором или сабвуфером, имеющий закрытый ящик. Для обсуждения этой темы существуют специальные ресурсы. Вот, например, сабвуфер для рукастых людей называется DVI Subwoofers.org. Этот сайт содержит подробную информацию о конструировании сабвуферов разных их типов. Вот от закрытой, выберите систему от закрытой системы. Здесь рассказаны все ковришки, которые можно получить, собрав закрытый ящик, вот, расчет коробки, формулы приведенные и так далее. Вот порты, то есть фазоинвертор можно рассчитать на этой странице. И пассивный радиатор, это третье оформление. Здесь написаны все преимущества этого акустического оформления, но и указаны недостатки. О них отдельно не хотелось бы сейчас останавливаться, потому что многое зависит от тех заданий, которые соблюдается при конструировании. Во-вторых, это тема для отдельного разговора, но в любом случае наш сабвуфер Edifier S730D выполнен просто изумительно. Долгие годы эксплуатации и производства этого сабвуфера показали, что это исключительно надежная система с замечательным голосом. Действительно, некоторые люди предпочитают такие сабы активным сабам именитых производителей Hi-Fi техники, то есть домашки в просторечии. Мне кажется, что здесь можно глубже изучить на подобных ресурсах эти вопросы. Также есть русскоязычные ресурсы, например, сайт VegaLab с форумом, на котором люди обсуждают, как же им сделать сабвуфер лучше. Рассмотрены детали этих акустических систем, многие другие. Не суть. Суть в том, что мы сегодня с вами познакомились с очень интересным, уникальным, я бы сказал. На рынке больше нет сабвуферов серийно выпускаемых с пассивным радиатором, к тому же такого огромного размера, мощности и довольно музыкальные. Послушаем еще немного музыки, друзья мои. Я покажу, как тембры регулируются на этой системе для желающих их все-таки регулировать. Для этого я покажу вам пульт. Сабвуфер. Плюс 10. Ноль. Минус 10 чувствуется больше, чем плюс 10. Вернем в 0. Бас просто НЧ. Плюс 6. Регулируется во всех колонках, и сабвуфере в том числе.
Минус 6. Ноль. Высокие частоты. Плюс 6. Минус 6. Мягенько звучит. Баланс мы трогать не будем. Свет, яркость, уровень. Очень хорошая система. До следующих обзоров, друзья. Обращайтесь. Увидимся.